Я Миша. Я немножко дизайнер, немножко блогер, но больше дизайнер. А еще производитель мебели. Вот этот вот диванчик, он мой. Лет 10 назад я был айтишником, и мне что-то IT надоело. Я 10 лет работал в IT. Мне надоело IT, и я ушел в отпуск. Когда ты не работаешь, тебе начинает, мне стало скучно, что-то надо было делать. Мне мама как-то там сказала, надо сделать, Миша, кухню. И я пошел делать маме кухню. Сам делал, сам пилил. Маме очень понравилось, и когда вот мама там только увидела, сидела на стуле, она такая сидит, чуть-чуть вот не плачет, говорит, что, говорит, это вот у простых людей в Полесском может быть вот так вот, типа, как в телевизоре. Ей понравилась эмоция, я начал дальше, я сделал квартиру другу, еще другу, коллеге бывшему. А потом закончились бабки, и я начал делать это за деньги. И так вот и поехало. С точки зрения бизнеса, дизайном интерьера вообще заниматься гиблое дело. У нас одна из самых дорогих цен вообще в России на дизайн интерьера. И при этой цене мы все равно не супер много зарабатываем. Потому что, вот такая вот у нас профессия, да, там у нас вот человек там приносит, например, там нам приносит там 2 миллиона рублей за нашу работу. И эти 2 миллиона рублей мы тратим 2 года, они на 2 года. Это такой цикл сделки очень длинный, причем все, кто занимался стройкой, все понимают, что такое стройка, да? Как можно посраться там с человеком и оставить еще и хорошее впечатление о себе. Отработать деньги, оставить хорошее впечатление о себе и не расстаться мудаками очень тяжело в стройке. Поэтому стройка и вот дизайн интерьеров еще может быть, можно заниматься, но стройкой, вот я бы строителем никогда в жизни не был. Это просто самое жесткое. Освещение очень важная история. Можно все залить светом, будет некрасиво. Можно там сделать приглушенный свет, особенно в черных интерьерах. Это вообще самое главное освещение, как ты подсветишь там разные части. Можно хороший ремонт испортить? Ну, конечно, да, я портил уже. Я это могу. Легко. А вытащить плохое можно? Вытащить плохой тоже можно, если ничего не подсвечивать, а подсвечивать только нужные части, и плохое не подсвечивать, то можно вытащить. Но, конечно, совсем плохое уже вытаскивать тяжело. Это знаешь, когда вот в интерьере ты поставил кошачий домик, а он там гармонично смотрится, то уже и освещением не спасти. Поверхности нет, есть только свет, отраженный от этих поверхностей, да, и это, конечно, очень много, потому что многие, например, смотрят, даже выбирая, например, диван, человек смотрит там при холодном свете себе диван, потом домой приходит, а у него теплые лампочки, смотрит, а он уже не бежевый, а зеленый. И я сам так тоже несколько раз ошибался уже. То есть я прихожу, в шоурумах всегда холодный свет, прихожу домой, приходит домой диван, а он зеленый. И как, что, куда вообще? То есть и у нас поэтому в шоуруме всегда теплый свет. У нас есть холодный свет за окном и в коридоре специально, если кому-то нужно посмотреть. Но основной свет всегда теплый, чтобы люди прям вот как у себя дома, вот он так же и будет выглядеть. В основном дизайнеры, которые ко мне пришли, они, во-первых, очень долго следили за мной и там, может быть, там что-то где-то учились надо мной, и со мной и на моих проектах. И дизайнер попадает на стажировку прямо ко мне, и я его обучаю, прям веду прям вот посвящаю там в свой стиль и то, как должен дизайнер в Hot Walls вообще что-то делать. Поэтому, конечно, это всегда отражение меня. Это отражение меня на 50% и на 50% самого дизайнера. Поэтому и новые дизайнеры привносят к нам тоже в студию что-то хорошее. Приборов освещения очень много. Есть там декоративные приборы, есть подсветки. И все чисто технически подбирается.
То есть у нас есть конкретная карта расположения треков там, и светильников на потолке. Мы относительно ее там уже распределяем свет. Каждому предмету нужен просто свой светильник. Там у нас есть, например, если это один цветок, у него конкретный свой светильник, да, там вот этот локус направленный. Если это стол, у него вниз направленный свет. Там очень, ну, то есть каждый предмет, к каждому предмету прилагается свой светильник. У нас что в шоуруме, что в офисе у нас теплый свет, там 3000 кельвинов, и мне очень комфортно в нем. Я прохожу мимо других помещений, офисов, захожу там к ним, у них всегда холодный свет. Вообще в офисах принято делать холодный свет. Я там вообще находиться не могу. Там, во-первых, всегда очень много света. Прям заливают по нормам, там вот эти 600 люксов жестко заливают, слишком много света, он еще и холодный. В нем вот прям находиться неприятно. Я захожу в такое помещение, мне сразу убежать охота. С теплым светом мне прям по кайфу, мне хочется сидеть, работать. Поэтому вот у нас ребята там остаются и на вечер, там, и ничего, вообще классно. И многие проводят вообще вечера в офисе, там играют в плойку, и всем по кайфу. Ну, вообще у нас идея такая, чтобы сделать офис круче, чем квартира твоя или дом, чтобы там сотруднику не хотелось идти домой. Ну, у нас, по сути, 3 основных светильника, даже 4, наверное. 3 из них трековые, 1 не трековый. 3 трековых светильника, один вот у нас это локус, подсвечиваем им столы всякие, столики кофейные, какие-то отдельные предметы. Локусами подсвечиваем цветы, если нужно их подсветить. Если нужно залить светом, мы вот эти вот используем Spotlight, по-моему, называется, да, Spotline. Вот эти, да, широкие, это для основного света. И еще поворотки или настенные светильники, чтобы стену осветить или какой-то большой предмет там на стене. И 4-й светильник, это вот таблетка у вас есть, Round. Очень реально крутая таблетка. Она как-то незаслуженно отошла, вот про нее никто не знает, что ли, или что. Она умеет заливать светом все пространство и еще очень легко димируется. Включил ее, она очень ярко горит. Быстро включил-выключил, она уже тусклее горит. Быстро включил-выключил и совсем тускло горит. Очень круто, прям, ну, реально, мне понравилось. И фиксирует это положение, все это типа запомнил. Мне вот такая тусклость нормально и классно. Особенно в детских, там, где надо иголку в нитку вдеть. И такая история. Мы всегда в каждом помещении ставим раунды вот эти, чтобы была возможность залить помещение светом. Главный плюс, что не нужно рассчитывать освещение. То есть мы обычно проектируем сколько-то светильников. Ну, то есть на проекте мы изначально на проекте рассчитываем какие-то светильники, но всегда покупаем ровно половину первой партии, потому что второй партии докупаем туда, где его не хватает, этого света. Очень сложно рассчитывать в какой-то программке этот свет, потому что он там... Невозможно это, короче, просчитать, как будет отражаться поверхности, как с окном это будет играть, и вообще нужно ли там это человеку или не нужно, как он пользуется, куда ему будет светить в глаз, когда он там на диване сидит. Поэтому всегда мы покупаем половину и потом досчитываем уже просто на основе своих ощущений, наставляем светильники без расчета. Это же достаточно просто. Поменять светильник вообще без нас. Поэтому я думаю, что когда мы уходим, может быть, кто-то меняет и передвигает эти светильники. Я даже об этом не знаю. Смотря какой потолок. Это все, это же от потолка зависит. Вот у нас здесь, например, в офисе, в шоуруме у нас нет потолка, да, у нас тут коммуникация открытая, поэтому здесь, естественно, подвесной. А там, в проектах, где мы можем заложить сразу же светильники, конечно, там будет у нас встроенный. Всегда в наши проекты я все светильники проверяю. У нас есть там люксометры, приборы, измеряющие коэффициент мерцания, там много всего, да, пульсации. То есть все мы проверяем, да. Мы клиенту не можем поставить там ни фонящий ЛДСП, не пульсирующий светильник тоже.
Центр свет работает комфортно, особенно мне. Я не знаю, как другим. Нам комфортно, да. У нас много вопросов решается. А с точки зрения качества дизайна, в принципе, это такая золотая серединка. Цена-качество очень все на уровне. То есть я так вот, раньше были у меня претензии к трекам, когда они только появлялись, там у них отходила краска и так далее. Сейчас вроде все поменяли, все почистили, сейчас краска не отваливается, все ровненько, ну, все развивается, мне нравится это. Дизайн вообще штука такая, она не сильно-то меняется, если посмотреть, да, до сих пор используют классику и очень даже успешно, и махровую классику используют, и все, и рока-барокко. И современные стили появились совсем недавно, там, может быть, там, последнее вот столетие, там, что-то современное, там, и они не особо развиваются, так что прям вот куда-то отделяться. Нет такого, чтобы прям вот я видел какой-то тренд, да их, наверное, не существует, потому что, ну, действительно, сейчас и классика в тренде. Она вообще никуда не ушла, и до сих пор все, как вот раньше рисовали вот это будущее, что у всех такое минималистичная история, как в «Пятом элементе» у него кровать заезжала, ну, пока нет такого. До сих пор люди сидят в классике, и ничего, нормально.